Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз кармический 2026 год. Давайте узнаем, что ждет или чего ждать. На пороге каких событий вы стоите совсем близко, что идет в вашу жизнь или кто идет. И в целом, как изменится ваша жизнь в 2026 году. И, скорее всего, в 2026 мы будем словно познавать себя заново, учиться доверять самим себе. Нам предстоит совершить переход между прагматизмом и конкретностью к более альтернативным системам мышления. Где-то здесь будут на нас оказывать влияние Уран в Близнецах. Это и виртуальная реальность, это и искусственный интеллект, это и какие-то новые технологии. Мы не раз удивимся великим открытием и изобретением, причем это не будет так абстрактно, они достаточно быстро входят в нашу жизнь. Это потребует от нас, конечно, адаптации, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Однако планетарные транзиты Урана и Сатурна как минимум до конца июля 2026 года означают, что, скорее всего, до этого периода нам придется что-то завершать окончательно. Причем те темы, которые базируются на ситуациях прошлого. Сатурн и Уран попросят нас навести порядок в тех вопросах, где были сомнения. Будут помогать закрыть изрядно надоевшие вопросы, опять же темы, расставить логические точки в волнующих историях. И чтобы не останавливаться долго, я приглашаю вас на свой сайт, оставлю все ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте. У меня есть такие статьи, коридор возможностей на 2026 год. А чуть позже кармический 2026, я опубликую гороскоп для каждого знака зодиака. Опять же, следите за моими публикациями в сообществе, на моем сайте и на телеграм-канале. Итак, давайте приступим. Что нам расскажут карты, как альтернативный, опять же, вариант. Так на пороге каких событий вы стоите? И что, первый вопрос, нового идет в вашу жизнь? Что ж там нового? Первая карта. Чего ждать, мы спросили, да? Что завершится? Или, возможно, от чего-то вы откажетесь сами? Или в чем будет подведен итог? Вот интересный вопрос. Или какая сфера может быть жизни? Важное событие или чем вам запомнится 2026 год? В чем вас ждет успех? Что для вас плюс? И если это что идет в вашу жизнь, то кто идет в вашу жизнь? Это люди. Какие люди идут в вашу жизнь? Какой эффект, наверное, да, они привнесут? Или в каких больше вам энергия, где-то, может, и карты дадут совет, как принять во внимание какую-то альтернативную возможность? Или как эмоциональная сфера в целом. Итак, и что ждет, что будет вами продолжено, да? Неожиданности, которые могут изменить вашу жизнь. Может быть, и неожиданные события, может быть, это с какими-то персонами связано. Узнаем тоже, что ждет. Что же вам будет помогать, что может помешать. И карта «Кармический совет». На чем акцентируют карты ваше внимание. Итак, давайте начнем. Так что же там нового, мои дорогие овны, придет в вашу жизнь? Ну, вот смотрите, полная гармония, полный баланс, десятка пентаклей. И правда, и у вас гороскоп такой, знаете, это сфера достижений, но совершенно в других энергиях. Когда мы понимаем, что тут не все реваншем мы возьмем, мы пытаемся более стабилизировать нашу жизнь и энергию саму по себе. А вы люди сильные, вы люди активные. Вот здесь идет смена конфигурации, когда вы понимаете, может быть, прежде очень много энергии потрачено в пустоту, а здесь вот конкретно в цель. И вот в итоге итог вот такой, да, десятка пентаклей. Это в целом благополучие. И вопросы финансов, вопросы дома, вопросы семьи. Вот правда, жизнь с правильной ноги. Можно сказать, что эта карта уже как будто нам предвещает, что ну какие-то важные свершения. Может быть, и вы себя будете где-то менять. Но это те, по сути дела, итоги, потому что десятка пентаклей – это по максимуму. Поэтому вы как будто останетесь довольны все равно тем,
Даже если вы от чего-то откажетесь или что-то в чем-то как точку поставите, этот самый итог подведете, значит, то, что должно быть завершено, оно не может быть продолжено. Вы будете заниматься только тем, что вам приносит прогресс какой-то, может быть, даже материальный эффект, что не в пустоту, как вот энергия ваша уходит, а имеет именно уже какой-то материальный эквивалент. Ладно, а что же завершится? Или от чего вы откажетесь сами? Победа. Но это не завершится, это значит нам о чем говорят? Что победа у вас будет. И вот правда, планетарные транзиты, коридор возможностей, прочитайте. Я могу предположить, что первая половина года для вас будет очень важна. Но где-то планетарно это тоже так же, потому что победа у вас будет. Но, мои дорогие, вот мы ведь спросили все-таки, что завершится. Вам придется эту победу удерживать. Где-то десятка пентаклей, ведь это тоже баланс. Мы как будто... Баланс имеется в виду всегда как две чаши весов. И 10 мы можем разложить по 5 пентаклей на каждую чашу, правда? Поэтому вот как и победу нужно удерживать, внимание, может быть, к финансам. Внимание, я бы даже сказала, к тому, чем вы занимаетесь, какие вы для себя ориентиры поставите. Потому что как только мы ослабим внимание, все пойдет наперекосяк. Вот эту победу, она у вас будет, но вам ее, видимо, как минимум во второй половине года придется удерживать. Будьте к этому готовы. Потому что, знаете, видимо, энергии сами по себе у нас такое вот не случайно я назвала видео «Кармический 2026». И у меня, кстати, есть статья на сайте «Кармический декабрь». И это не про декабрь, мои дорогие. Это, знаете, как задачи на 2026 год. Это те итоги, задачи кармические, которые мы должны подвести. И с ними уже перейти в 2026. Перейдите, прочитайте. Они вам, я думаю, вот эти вот советы, когда кармические, которые соответствуют вашему знаку зодиака, они вам помогут, как себя правильно сориентировать. Я вот сказала, ничто не должно быть в пустоту. Значит, эквивалент, да, потратил Овен силы. Какой эквивалент получил? Может быть и материальный. И это ваши ресурсы, это ваше время, это ваша экспертность в каком-то вопросе, да. Вот здесь какое-то, опять же, приложение усилий, когда вот вы, если бьете по мишени, словно попадаете в яблочко, и более вы потом не расслабляетесь, а где-то удерживать вот этот ритм, мои дорогие, вам придется, иначе все может пойти наперекосяк. Ну вот где-то к этому будьте готовы. Важное событие, следующая карта. Или чем запомнится, мои дорогие, 2026 год, в чем вас ждет успех? Продолжает все то, что я сказала, девятка чаш. Но тут, это, знаете, я иногда ее называю чаша, извините, карта эгоиста. Потому что, с одной стороны, мы можем успокоиться. Это вот то, что я только что сказала. Все вроде есть, да, все у нас получилось. Вот, правда, удерживать вам успех, какой-то контроль за тем, что вы создаете, в чем вы участвуете, ваши планы на будущее. Здесь даже, знаете, если вот есть вот в вашем характере такой момент очень положительный, когда вы не успокаиваетесь на достигнутом, но тогда вот следующие шаги, они какие-то, пусть они будут продуманные такие, знаете, здесь нужно на мелкие шаги что-то распланировать, быть готовым корректировать, но не останавливаться на достигнутом. Где-то не думать, что вот Овен, да, вот я уже достиг чего-то, и я могу расслабиться. Но то, что победы будут, в том числе, это карта финансовой прибыли буквально и возможностей. Тем не менее, эта карта может говорить о том, что и то, что касается недвижимости, у кого сейчас вопросы стоят, может быть, стоят планы на покупку как таковой. Я не говорю, что вы купите, но для кого-то приобретет, это правда. Но это больше возможностей, может быть, через финансовые какие-то ваши ресурсы, когда это вообще-то осуществляется наша мечта. Ну вот, может быть, и договариваться придется не без этого, но если мы говорим об успехе, в чем ждет успех? В финансах ждет успех, мои дорогие. Ладно, пойдем с вами дальше. И кто идет в вашу жизнь? Эмоциональная сфера. Ну вот десятка мечей.
мы закрываем в прошлое дверь, опять же по максимуму. Видимо, наступает тот период, может быть, это будет где-то кульминация июль или даже где-то август, ну, плюс-минус у каждого по-своему. Но мы точно понимаем, что есть люди, с которыми мы не хотим продолжать общение. Может быть, они нас словно обесточивают. Есть какое-то прошлое, которое отнимает силы, и все это в пустоту. Вот первые карты, они уже сказали обо всем, следующие как будто дополняют вот эти события, поясняют. Десятка мечей– это мы сами как будто не оборачиваемся, потому что мы понимаем, что все, что мы могли, мы уже создали. Может быть, это и внешние события, мои дорогие, складывают для вас такую палитру реальности. Она может казаться, словно реальность это преломляется. Как минимум полгода мы будем чувствовать, что как будто за короткий период времени мы сразу проживаем несколько жизненных этапов. Мы можем вспомнить о своей мечте и будем тоже фильтровать, что реально мы с собой берем в будущее, а что мы оставляем в прошлое. Вот эта энергетика, если мы говорим, или эмоциональная сфера, кто идет в вашу жизнь. Все ведь решают люди, правда? С кем-то мы можем договориться. Есть и люди, которые забирают много энергии, повторяюсь. И вот, скорее всего, вы кому-то точно, ну, проститесь или словно закроете дверь. Вы, может быть, прежде кому-то удавалось вот вас брать на какие-то обязательства или, допустим, на чувство долга, может быть, благородство. Вот вы здесь более рационально подойдете, поэтому свое окружение вы, мои дорогие, точно причешете. Все-таки здесь по десятке мечей может нам карта говорить о том, что и в рабочих каких-то моментах мечи, ведь это интеллект, вообще-то карта об этом. Поэтому тут важные решения. Но мы спросили об эмоциональной сфере, и эта карта несет положительный смысл, как бы она ни выглядела. Ну вот, видимо, для вас совершенно необходимо для того, чтобы какие-то успехи, да, или ваши какие-то планы были осуществлены в реальной жизни. Первая карта десятка пентаклей. Видимо, разграничить или пересмотреть жизненный график, когда вы понимаете, что да, я прежде, может быть, уделял или уделяла много внимания кому-то или чему-то, меня вовлекали в какие-то вопросы, которые, по сути, занимают у меня много энергии и сил, но взамен ничего не дают. Вот вы словно освободитесь от каких-то эмоциональных всплесков или от каких-то эмоциональных сложностей, от ненужных людей, от тех, которые вам что-то, может быть, обещают, а потом свое слово не держат, потому что вы сами люди ответственные. И вот такая вот конфигурация вашей внутренней перестройки через эмоциональную сферу, может быть, вам и позволяет добиться успеха, как и, ну, где-то в ваших достижениях получить вот этот эквивалент в финансах и одновременно, ну, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, вот это как раз десятка пентаклей. Ладно, давайте мы с вами узнаем, э, что будет вами продолжено. Старший аркан башни. Для вас, наверное, вот все те энергии, о которых я сказала, они совершенно необходимы. И то, что победу придется удерживать, будьте к этому готовы. Это карта трансформации. И нам говорят, поскольку старший аркан, вы можете столкнуться с какими-то событиями, которые приходят извне. Это могут быть новости, это может быть нас всех где-то вот эта перестройка глобально ожидает, потому что то, что, к примеру, было запущено ранее, может быть сильными мира сего. Мы сейчас чего-то не видим. Не волнуйтесь, нам будут объявлять. То есть нам будет объявлено, и мы понимаем, что нам нужно себя перестроить. Какая-то новая конфигурация. Потому что башня– это еще про образ системы какой-то. Системы меняются. Система мышления, как я уже об этом говорила. И вот эта трансформация, она неизбежна. Вам придется что-то перестроить, мои дорогие, на новый лад. Вот эта победа, как мы уже сказали, мы не можем, да, успокоиться, потому что как раз неожиданные какие-то новости или перемены, когда вам нужно держать и руку на пульсе, и причем по аркану башня, скорее всего, у кого-то это будет связано с тем, что потребуют именно ваши какие-то вопросы, может быть,
более скорых согласований или что-то не отложить на потом, доверять, учиться самим себе. Мы будем сталкиваться часто на протяжении 2026 года с тем, что то, что мы слышим одно, а потом в реальности совершенно другое. Или то, что нам обещают и выдают это за правду. На самом деле это какая-то, это блеф. Вот тут может это исходить где-то у нас сейчас, знаете, пока информационный поток, который льется буквально отовсюду, пока он какую-то, ну, может быть, цензуру даже примет. Я такое допускаю, потому что на самом деле очень много той информации, которая делает нашу жизнь путанной. Пока вот это что-то отстроится, да, в единую, может быть, такую прогрессивную более систему, пока мы сами поймем, куда же мы идем и вообще куда мир, может быть, идет. Опять же, старший аркан. Тут есть взаимодействие с внешними силами, информацией или с какой-то структурной перестройкой. И вам придется вот свои победы сохранять, мои дорогие. То есть вот это будет продолжено, но в каком-то новом ключе, в новой конфигурации. Хорошо. Неожиданности, что вас ждет, что, может быть, изменит вашу жизнь. А вот когда мы окончательно понимаем, что закрыть нужно в прошлое дверь. По этой карте пятерка кубков, посмотрите, нам как будто девушка сидит, да? И карта такая темноватая, это карта апатии, депрессии, вот в неожиданностях. Здесь может такое накатить. Ну, что выпало, то выпало. Но, видимо, в этом, как ваша кармическая задача, ну, может быть, где-то на протяжении 2026 года быть внутренне готовым к тому, что в любой момент что-то может меняться. Люди могут менять свое мнение, как я уже сказала. Или что-то мы слышим даже в средствах массовой информации, что-то вокруг нас происходит. Но ведь это карта, которая приглашает нас выплакать горе. У кого-то действительно так меня смотрят люди из разных стран, потому что нас перекроило очень многих за предыдущие 7 лет, пока Уран был в Тельце. Нас здорово перекроила жизнь. Где-то мы по 26 апреля будем с вами, именно отталкиваясь от прошлого, новую конфигурацию своей жизни выстраивать в зависимости от тех событий, которые длились, может быть, с 2018 года, а то и раньше. Особенно для вас это, скорее всего, даже было раньше. И еще где-то с 2011 года. Для кого-то я такое могу допустить. И вот теперь приходит время закрыть в это прошлое дверь. И карта ведь нам говорит, как будто, я всегда, мне хочется сказать, словами Клаудио Пенейро, над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Вот вам будет дана эта возможность выбросить эту разбитую чашку, которую, может быть, вы пытались долгое время склеить, но теперь мы понимаем, что нет. Самое важное возле нас. А вот эти эмоции, как здесь аллегорически, в этой метафоре карты изображено, вот в этом сосуде, в этой чаше, девушка лениво протянула ножку и понимает, все, меня это настолько замучило, настолько опустошает. И она просто даже не дотрагиваясь вот до этих эмоций, переворачивает чашу и позволяет вот в этом омуте всему негативу скрыться. Но выплакать горе, может быть, и позволить себе, действительно, чтобы эти эмоции вышли, как будто вот вас могут накрыть такие, мои дорогие овны, эмоции. Ну, может быть, даже позвольте себе минуты слабости и всплакнуть. Тогда, знаете, жизнь как волна морская. Накатила, а потом будет легче. Потому что эмоции не должны держать нас. Мы не должны закапывать их, эти эмоции. Мы должны их выплеснуть, чтобы, опять же, жизнь пошла с правильной ноги. Принять ту реальность, ну, которая есть, мои дорогие. Ладно, давайте будем узнавать, что же вам будет помогать. Королева чаш. Вы знаете, близкие, может быть, вопросы семьи, ваших домочадцев, да, вообще ваша интуиция вам будет помогать искусство мелких шагов, как ни странно. Слушайте, это правда для вас как кармический урок, когда, ну, может быть, вокруг настолько непонятная ситуация, или вот по части информации, или того, что происходит, да, не случайно аркан башни. Я говорю, как будто ни в какие ворота не лезет то, что происходит вокруг нас. А интуиция вам дает подсказки. Поверьте, это ваш основной союзник.
или те люди, которые готовы вас, мои дорогие, сопровождать. Не ради того, что кто-то в вас заинтересован, или кому-то это, вот, понимаете, общение с вами полезно, а именно те люди, которые вас любят безусловной любовью. Вот конкретно человек какой-то вам будет помогать. Это те, кому вы можете доверять. Это те, кто вас понимает с полувзгляда, с полуслова. Но для кого-то из вас, может быть, если вы сейчас один или одна, тут есть возможность встретить такого человека. Будьте внимательны, потому что вот именно, может быть, даже вот эту победу придется такую своеобразную, да, именно как победа в личной жизни. Ну, так, если, опять же, аллегорически говоря, вам, может быть, тоже придется удерживать, не допускать вот какой-то башни, не давить своим авторитетом, мои дорогие овны. Ну, это есть, это на самом деле. Многие согласятся. Нас ведь иногда бесит, ну, будем говорить, когда кто-то не понимает, а нам его нужно объяснять что-то подробно, да, или где-то самих себя так немножко придерживать, сбавлять обороты. А сбавлять обороты, скорее всего, придется. Тут придется и действовать альтернативно. Без этого мы никуда не денемся, да. И людей, может быть, вы будете вот так пересматривать. Неважно, что нам люди транслируют. Кто-то говорит нам то, что нам приятно слышать, усыпляя нашу бдительность. Вам этого точно не захочется. В какие-то ловушки вам попадаться не захочется. А может быть, кто-то и говорит эту правду, которая так звучит не очень лицеприятно. А ничего плохого человек ведь не задумал. Поэтому вот вы будете, может быть, более рационально подходить к каждому человеку, причесывать свое окружение. Рассматривать словно и вблизи, и вдали, и в бинокль, и в микроскоп. Вот через такой путь трансформации, это как кармическая задача. Давайте мы с вами узнаем, что вам может помешать. Ну вот, наверное, не устроить себе интуицию слушать, но все-таки не устроить себе глубокую философию на мелком месте. Помните, тут вам как будто нужно не выбирать что-то, а соединять, мои дорогие, да? Себя беречь, избегать толпы конкретно. Вам может помешать толпа или когда вы согласитесь. Ну, к примеру, я вот такой пример банальный часто привожу по этой карте, и кому-то это важно услышать. На работе, да, есть одна какая-то как конфронтация или коллектив, подколлектив, как отдел, да, или, может быть, ну, общество такое. И вторая часть этого общества, которое тоже в целом-то это все в одном коллективе. Так вот, одни за что-то за ратуют, да, а другие, наоборот, от чего-то отказываются или какие-то ненужные прения, споры. Иногда это конфронтации против руководителей или, наоборот, в поддержку. Вот, понимаете, есть какая-то разница между таким резким плюсом, резким минусом. И вам не туда и не туда. Вам между. Словно вот интуиция, опять же, да, предыдущая королева чаш карта нам говорит о том, что вам нужно пройти между. Вас как будто это сохраняет. Может быть, буквально для кого-то из вас придется договариваться с какими-то хамелеонами. Какой-то нейтралитет, делать выводы, идти дальше. Но даже если вы сами надумали кому-то сказать «нет», то, наверное, как Марк Твен говорил, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как по лицу мокрым полотенцем. Поэтому, ну, вот этот момент имейте в виду, потому что вам это будет помогать, а помешать может, когда вы примете чью-то одну сторону или будете участвовать в какой-то неразберихе, в каком-то хаосе. Пусть это вас что-то или кто-то зацепил на эмоции, или с учетом того, что вы сильные люди, люди видят, или конкретный человек, что, ага, вот если вы в этом участвуете, значит, кто-то получит бонусов больше. Поэтому не дайте себя хамелеоном втянуть в те дела, вопросы, которые они вам, по сути дела, не нужны. Ну и по части глубокой философии. Не случайно же нам выпала вот эта карта в неожиданностях, правда? И что от которой будет зависеть, может быть, изменение вашей жизни, когда мы понимаем, что вот есть какие-то темы, которые не могут быть продолжены, которые у нас вызывают буквально депрессию или вот эту ненужную глубокую философию.
А также должна сказать, что для кого-то из вас, знаете, может быть ситуация, которая потребует от вас активных действий. К примеру, ну, возможно, вы получаете какую-то новость и внутренне понимаете, что нужно уточнить это. Может быть, посетить каких-то официальных лиц или, к примеру, у кого-то посетить юристов, адвокатов, прояснить какую-то тему, а вы будете говорить себе, что нет, то есть как-то вы себя будете останавливать. Да, я еще подожду. И это будет ошибкой. Это не говорит о том, что вы сразу быстро соглашаетесь, но и не потерять тогда время, разузнать более точно, если вы уже чувствуете, вот действительно, что-то вас ставит под сомнение, то тогда не нужно быть вот в этой глубокой философии, а нужно каждый вопрос прояснять, что же есть в реальности. Давайте откроем кармический совет. Ну, вы словно по пажу жезлов. Вот это, как этот жезл, наверное, да, который очертил один круг и выходит на новый виток. Кармический совет– это всегда паж, это как мы чему-то учимся. Поэтому не бойтесь учиться чему-то. Или ориентируйте себя на какую-то новую конфигурацию, на новое качество жизни. Может быть, кому-то из вас действительно придется осваивать некоторые технологии, информационные технологии. Или, может быть, это будет связано с интернетом, да, когда сами по себе новшества, нововведения, новые системы или какие-то открытия, о которых я говорила, которые достаточно быстро будут входить в нашу жизнь и вот, видимо, идти в ногу со временем. Вот где-то я тоже сказала, может быть, и работа с информацией от вас потребует быстрой вашей какой-то реорганизации. И это все необходимо для того, чтобы не упустить какой-то вариант возможностей. Ведь это возможности где-то. Давайте достанем дополнительную карту. Какой еще? Ну вот я сказала, кармический совет, да? Аркан влюбленные. И он нам говорит, сепарация– это только иллюзия. Удели внимание личной жизни. Договариваться, мои дорогие, придется. Может быть, это для вас какой-то своеобразный выбор будет, да, который сделать не так просто, а я бы больше сказала, это изменить самих себя. Если прежде, может быть, для кого-то из вас словно жизнь делилась на черное и белое, а здесь 2026 год вас заставит, может быть, да, или научит жить в полутонах. Старший аркан. Это говорит о том, что мы будем зависеть от тех внешних событий, которые происходят вокруг нас или обстоятельств. Ну вот посмотрите, кармический совет, колесо фортуны. Тем не менее, фортуна на вашей стороне. Посмотрите, у нас девушка изображена на цыпочках. Держит баланс на вращающемся колесе. Какой-то волшебный танец. Казалось бы, ну как же это можно удержаться? А вот все те три колеса, которые под основным, каждый вращается в свою сторону, но она счастлива. Она вот какой-то, понимаете, ну, получает такой эмоциональный заряд и порыв. И вот, видимо, держать баланс, мы с самого начала говорили, вам точно придется. Но это тот год, который вам дает возможности, мои дорогие, которые вы не должны упустить. Опять же, старший аркан. Возможности приходят там, откуда вы не ждали. И, может быть, для кого-то это будет словно башня или как камни с неба, а для вас как дорога расчищается, возможности вам предоставляются, и мы не должны оставить что-то на потом. Ведь колесо, мы знаем с вами, сначала идет наверх, потом нам кажется, словно замирает в какой-то высшей октаве, а потом неизбежно будет спад. Но не упустить опять же какую-то возможность или не включиться в какие-то темы, которые лично вам не нужны. Вот, может быть, и придется делать такой выбор. Но фортуна, она сейчас вместе с вами. Перекладывайте на себя действительно кармический 2026. Ну и конфигурация, мои дорогие, когда встретится Сатурн и Нептун в вашем знаке зодиака, это перестройка целой эпохи для всего человечества. Но вы победители. Но эту победу ничто не происходит само по себе. Где-то вы везунчики, но это от вас потребует совершенно и себя перестроить как будто в новой конфигурации вашей жизни.
Перекладывайте на себя, а я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы и смотрите мои видео, и пишите мне волшебные и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки под видео, подписывайтесь на телеграм-канал, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.